Всем привет! Сегодня хочу показать вам Каяу-Сальвахи. Он находится в прибрежной зоне и принадлежит муниципалитету Адехи. В этом видео я хочу показать, какая инфраструктура в этом городе, какие отели, какая недвижимость, какие цены на недвижимость, а также все недостатки и достоинства Каяу-Сальвахи. Каяу-Сальвахи – это молодой населенный пункт. Урбанизация началась с 1975 года. Прибрежная зона состоит из скал и утесов, на которой в первую очередь были построены отели. Одним из первых отелей, что появился здесь, является Atlantic Holiday. Сейчас отель приобрел статус 4 звезды и имеет 94 номера с видом на океан. Отелю также принадлежат апартаменты Альбатрос, которые находятся в 150 метрах от отеля. Средняя стоимость проживания от 70 евро в сутки. Каяу-Сальвахи имеет хорошее географическое расположение. Здесь практически не бывает сильных ветров, а температура воздуха в зимне-весенний период считается самой благоприятной на Тенерифе. Выбирая, где жить и отдыхать на Тенерифе, многих интересует вопрос, какой пляж находится рядом. Пляж называется Плая Ахабо. Это единственный пляж в Каяу-Сальвахи. Благоустроили его не так давно, в 2012 году. Несмотря на реконструкцию пляжа, волны здесь бывают. Заход затруднительный из-за камней. Пляжное покрытие смешанное песок и галька. Какое-то время здесь работал ресторан с обслуживанием и доставкой заказов на пляж, но, к сожалению, ресторан закрыли, а зонтики остались как бесплатный атрибут пляжа. При желании вы можете записаться на курсы йоги. Возле пляжа находится зона отдыха. Выглядит она уютной. Здесь можно отдыхать, сидя на лавочках, любоваться океаном и читать книгу. Следующий отель называется Perla Gris, что в переводе с испанского «серая жемчужина». Он находится также на первой линии, номера все с видом на Атлантику. Perla Gris – это апарт-отель. Здесь недавно сделали ремонт, теперь постояльцы отдыхают с наибольшим комфортом. Средняя стоимость проживания от 75 евро в сутки. Это четырехэтажное здание по соседству является жилой резиденцией с названием Perla Blanca, что в переводе с испанского «белая жемчужина». Оба эти здания имеют превосходное расположение. Для тех, кто ищет более бюджетные предложения аренды, могут воспользоваться поиском жилой резиденции «Белая жемчужина». Это белое здание, которое построили всех ближе к океану на застывшей лаве, у многих вызывает интерес. Это жилая резиденция, которая называется Лас Барандас. Расположение Лас Барандас занимает действительно превосходное, вид отсюда изумляет.
На территории этого жилого комплекса находится бассейн, который наполняется морской водой. Правда, на сегодняшний день очевидно, что бассейн немного нуждается в ремонте. На территории Лас Барандас находится ресторан, он называется Эль Дельфин. Клиенты отмечают здесь хорошее обслуживание, вкусно готовят, а главное это вид. Средняя стоимость на человека 20 евро. Каяо-Сальвахе – это привлекательное место как в плане отдыха, так и в плане постоянного проживания. Что касается инфраструктуры в Каяо-Сальвахе, то здесь нужно сказать следующее. Самая оживленная атмосфера царит на центральной улице и в прибрежной зоне. Здесь находится смотровая площадка с зоной отдыха и небольшим детским парком. На центральной улице расположены рестораны, продуктовый магазин, аптека, туристическое агентство и банкомат. Впрочем, всего этого достаточно, если вы на отдыхе. В этом баре собрались англичане. Хочу заметить из личного наблюдения, что это одна из немногих наций, которая собирается только со своими и ходит почти исключительно только в английские пабы. Другими словами, англичане, где бы они ни отдыхали, есть и пить они ходят только к своим. Сейчас я пройдусь по самой центральной улице Каяо-Сальвахе. Здесь находится супермаркет и Пердино. Цены в нем немного превышают обычных, потому что здесь туристическая зона.
Чуть выше центральной улицы расположен еще один продуктовый магазин. Напротив магазина находится автобусная остановка. Сюда ходит автобус номер 373. Он связывает Каяу-Сальвахи с Адехи, Лас-Америкас, Лос-Кристианос и Лос-Гигантес. В Каяу-Сальвахи есть еще два действующих отеля, один из которых новый 4-звездочный Минт Адехи. Стоимость проживания от 80 евро в сутки. Напротив Минт Адехи находится отель Tropical Park. Это очень большой семейный отель со статусом 4 звезды. Средняя стоимость проживания также от 80 евро в сутки. Каяу-Сальвахи является туристической зоной и местом, где проживает местное население. Побережье Коста-Адехи начинается от пляжей Троя в Лас-Америкас и заканчивается туристическим комплексом Мар-Асуль. Его также считают мини-курортом. Он находится в прибрежной зоне и принадлежит муниципалитету Адехи. Поэтому, если он находится на прибрежной зоне, значит это Коста-Адехи. Постоянное или длительное проживание в Каяу-Сальвахи имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Рассмотрим с положительной стороны. Каяу-Сальвахи имеет хорошее географическое местоположение, где не бывает почти ветров и мягкая температура в течение всего года. Это безопасный район, тихое и спокойное место. Здесь есть пляж и более-менее развитая инфраструктура. Международный аэропорт находится в 30 километрах. Каяу-Сальвахи входит в состав муниципалитета Адехи, который считается одним из самых благополучных на Тенерифе. К отрицательной стороне проживания в Каяу-Сальвахи я бы отнесла недостаточно развитую инфраструктуру, а именно отсутствие школьно-образовательных учреждений и спортивных школ. Каяу-Сальвахи – это спальный район. За продуктами и за более серьезными покупками по административным делам все время придется выезжать за пределы. В Каяу-Сальвахи большой выбор жилья. Дешевой недвижимости здесь нет. По доступным ценам тут можно приобрести квартиру или дом. По вопросам приобретения недвижимости в описании под видео я оставлю свои контактные данные. Средняя стоимость квартиры с 2 спальнями в Каяу-Сальвахи от 180 тысяч, дома от 500 тысяч евро. На территории городка находится православный Сретенский приход. Храм открыт во время совершения богослужения. Настоятелем храма является иерей Василий Федик. На территории городка Каяу-Сальвахи имеется район, который называется Суэнью-Асуль, что в переводе с испанского «голубая мечта». Суэнью-Асуль – это территория, на которой расположены частные виллы и коттеджи. Многие виллы имеют бассейны. Недостаток в том, что большинство из этих домов не имеют собственных гаражей. Большую часть вилл можно арендовать для отдыха на Тенерифе. Для тех, кто не имеет собственного бассейна, в Суэнью-Асуль есть альтернатива воспользоваться услугами Суэнью-Асуль Бич Клаб. Вход сюда составит 5 евро, шезлонг и зонтик за дополнительную плату. На территории клуба работает итальянский ресторан. В
Каяо-Сальвахи за последние годы особо ничего не изменилось, но здесь недавно построили новое жилье. Оно состоит из комплекса вилл. Благодаря строительству этого данного объекта здесь сделали дорогу, которая имеет быстрый доступ с основной дорогой. Также здесь благоустроили рядом зону, построили детскую площадку, много посадили деревьев, а также поставили много лавочек. Поэтому эта зона в будущем, я думаю, еще больше будет расширяться. Кто интересуется новым жильем на юге острова, эту зону может рассмотреть.